Сейчас Алексей Воробьев – нечастый гость в российской столице. Уже несколько лет он в основном живет в Лос-Анджелесе, бывая в Москве наездами только по работе. В Америке Алексей востребован и как музыкант, и как актер. А свободное время проводит в компании новой возлюбленной. Да, Воробьев сейчас не одинок. Минус поделились со Стархитом в окружении музыканта. У его избранницы необычное имя – Джей. Они познакомились на съемках Лешиного трека «Миллионер» около 2 месяцев назад. Девушка снималась в нем в качестве модели. Потом продолжили общение и сейчас вместе. Пару не раз видели в ресторанах Лос-Анджелеса, в кино. Алексей балует Пасю подарками, букетами цветов. Стархиту удалось узнать о прошлом его любимой. На самом деле ее имя – Джоконда Шеникер. Минус говорит Стархиту Марина, подруга девушки. Ей 32 года. У Джей жгучая кровь, наполовину осетинка, наполовину арабка. Не удивлена, что она сейчас покоряет Америку, ведь с детства мечтала о славе певицы. У Джоконды к тому же эффектная внешность, она не раз выигрывала конкурсы красоты. А еще принимала участие в шоу «Каникулы в Мексике», была в паре с популярным там парнем Рамзаном. Правда, построить отношения на проекте ей не удалось. Долгое время сердце Джей было свободно. Но Леша, конечно, покорил блондинку. Он прямо в ее вкусе. Несмотря на роман, Воробьев продолжает активно работать и строить карьеру. Кстати, за роль в сериале «Unreal» Алексея, возможно, выдвинут на премию Эмmy. Не исключено, что на красной дорожке в июле его будет сопровождать именно Джей. Сейчас артисту 30 лет, несмотря на то, что он является завидным женихом, к выбору спутницы жизни относится очень тщательно. Алексей рассказывал Стархиту, какие девушки в его вкусе. Главная черта, без которой невозможно жить, минус юмор. Все остальное не имеет значения, когда влюблен. Я долго пытался понять, какой должна быть женщина мечты, и убедился, что формулы не существует. Повидал все девичьи типажи, и каждый из них прекрасен. Какой именно, не имеет значения, если это та, что будет дополнять тебя, сможет заставить вибрировать. А уж если это эпизод на ночь, то типаж не важен тем более, говорил Воробьев. Алексей Воробьев, секс не может разочаровать.